Глава 2221. Встреча. Итак, уважаемая Даос Баахуа уже разработала план. В таком случае у нас должны быть приличные шансы. Сколько существ из других миров смогут прибыть навстречу? Спросил Цзиньчай. Помимо царства Черного Пламени, все соседние миры послали в наше священное царство более могущественных существ. Несмотря на то, что их количество меньше, чем то, что было отправлено в наше святое царство в первый раз, всего их все равно больше 40. Самое могущественное из них, Царство Небесных Воронов, послало по этому случаю 9 существ в стадии Великого Вознесения, в том числе даже легендарного старика Медного Ворона, ответила Селянь. Услышав это, Цзиньчай сразу же резко вздохнул. Старик Медная Ворона. Разве он не входит в число 4 широко известных 4 великих птиц? Даже он прибыл в это царство. Похоже, ты слышал о нем, брат Цзинь. Это имеет смысл, учитывая, что уважаемый Даос Медная Ворона более известен в других мирах, чем даже 3 патриарха нашего мира. Однако сказано, что он пришел в наше святое царство только потому, что одно из существ, запертых в первоначальном запечатанном месте, является его чрезвычайно важным прямым потомком, поэтому у него не было другого выбора, кроме как прийти, ответила Селянь. Совершенно удивительно, что кто-то столь могущественный, как старик Медная Ворона, пошел на такой риск ради простого потомка, сказал Цзиньчай, потирая свою лысину. Очевидно, у старика Медной Вороны есть только один прямой потомок, и он приложил бесчисленные усилия и драгоценные ресурсы, чтобы вырастить этого потомка до стадии Великого Вознесения, поэтому он, естественно, не мог просто отказаться от этого потомка, сказала Селянь. Я вижу. Если подумать, если бы у меня был потомок стадии Великого Вознесения, я бы тоже отнесся к нему с чрезвычайно большим уважением, Цзиньчай усмехнулся. Хань Ли некоторое время молча обдумывал ситуацию, а затем сказал. Мы с братом Се обязательно будем присутствовать на этой встрече. Пожалуйста, сообщите нам, когда придет время, уважаемый Даос Селянь. Конечно. Как только наступит назначенная дата, я отправлю сообщение всем 3 из вас, Селянь ответила без каких-либо колебаний. В таком случае мы сейчас пойдем в уединение, сказал Хань Ли и сразу же поднялся на ноги. Даос Се и Серебряная Луна также встали, увидев это, явно следуя примеру Хань Ли. Почему ты так торопишься, брат Хань? На нашем пике производят несколько видов особых спиртных фруктов. Почему бы не выпить немного перед уходом? Сказала Селянь с улыбкой. В этом нет необходимости. Я уверен, что в будущем появятся и другие возможности, сказал Хань Ли, сжимая кулак в прощальном приветствии. Затем он взмахнул рукавом в воздухе, выпустив вспышку золотого света, которая окутала всех 3 перед тем, как покинут дворец. Селянь больше ничего не сказала, увидев это, но ее брови слегка нахмурились. Ха-ха, похоже, этот уважаемый Даос Хань не собирается дружить с таким священным предком, как ты. Это неудивительно, учитывая, что только что произошла битва между вашим царством старших дьяволов и царством духов, Цзиньчай усмехнулся. Отношения между нашим святым царством и царством духов — это не тот вопрос, чтобы ты его комментировал, уважаемый Даос Цзинь. Теперь, когда уважаемый Даос Хань согласился присутствовать на собрании, каковы твои планы, брат Цзинь? Спросила Селянь. Конечно, мы тоже будем присутствовать. Однако жить без крыши над головой нам не интересно, поэтому какое-то время нам придется остаться здесь, сказал Цзиньчай. Конечно, для меня большая честь принять вас, и это, безусловно, фантастическая новость, что вы готовы присутствовать на нашей встрече, сказала Селянь с улыбкой. 2 мужчин были очень рады это услышать, и прямо в этот момент в зал вошли несколько служанок, неся тарелки со спиртными фруктами и ароматным спиртным чаем. Тем временем Хань Ли и остальные летели по воздуху и вскоре спустились в мирную долину горного хребта Мириад Цветов. Хань Ли поднял руку, чтобы освободить нескольких гигантских марионеток-обезьян, которые быстро выкопали временное жилище в пещере. Трио вошло в пещеру, а затем удалилось в свои секретные комнаты, чтобы медитировать. До посещения встречи, организованной священными предками, им 3 нечего было делать или обсуждать. Серебряная Луна, естественно, все еще очень беспокоился о патриархе Осяа, но в то же время она была очень рада услышать, что его просто поймали в ловушку, а не убили. Месяц пролетел как мгновение ика. В этот день Хань Ли медитировал в своей секретной комнате, когда он внезапно открыл глаза, прежде чем протянуть руку и сделать хватательное движение одной рукой. Полупрозрачный белый нефритовый осколок был схвачен из воздуха, и он тут же потер руки, после чего нефритовый осколок разбился, выпустив шар зеленого пламени. Голос Селянь раздался из пламени. Дата настала, брат Хань. Пожалуйста, приезжайте на пик облицовки небес, чтобы мы могли отправиться вместе. Хань Ли улыбнулся, услышав это, затем потушил пламя, прежде чем подняться на ноги. Примерно через полдня троица Хань Ли прибыла в небольшой секретный дворец на пике облицовки небес.
Селянь, Цзиньчай, Шидин и две соблазнительные женщины, которые, судя по всему, были ученицами Селянь, уже ждали их там. В центре дворца находилось слабое серебряное образование размером около 10 футов, сияющее слабым духовным светом. Это формирование может телепортировать нас в ближайший город, и после этого нам понадобится всего полмесяца, чтобы добраться до назначенного места, сказала Селянь. Хорошо, тогда пойдем, сказал Цзиньчай, входя в строй вместе с Шидином без каких-либо препятствий. Вспыхнул слабый духовный свет, и они оба исчезли. Троица Ханьли также пробрались в строй, прежде чем их тоже телепортировали. Селянь и двое ее учеников замыкали шествие и были последней группой, которую телепортировали прочь. Примерно через полмесяца центральная часть бескрайней желтой пустыни внезапно начала сильно трястись, после чего из-под земли появился древний земляной желтый город. Размер города составлял всего несколько километров, но его стены были более сотни футов в высоту, и группа воинов в доспехах бросилась на городские стены под глухой барабанный бой. Все эти бесстрастные воины в доспехах были марионетками, и их было более 10 тысяч, и все они владели разными видами оружия. В центре города стоял великолепный золотой дворец. Дворец был чрезвычайно красив, выглядел так, как будто он был построен из чистого золота, и не только его поверхность была пронизана всевозможными глубокими дьявольскими узорами, но и в его крышу было вставлено бесчисленное количество драгоценных камней размером с кулак разных цветов, создавая чрезвычайно захватывающее зрелище. Вскоре после этого в небе вдруг раздался пронзительный крик, и вдали во вспышке белого света появилась девственно-белая повозка, запряженная зверем. Карета имела длину более 100 футов и выглядела очень эстетично. Вся карета была полностью прозрачной, и ее тащили 4 белых змея. Мужчина и женщина стояли бок о бок в повозке, запряженной зверями. На вид мужчине было около 40, и он был одет в длинную белую мантию, сквозь которую слабый свет струился по всему его телу. Что касается женщины, то на вид ей было около 20 лет, у нее были высокие и пышные волосы, красивые черты лица, а она была одета в светло-голубые доспехи. Карета поднялась в воздух над городом всего через несколько вспышек, после чего мужчина сделал ручную печать, и карета и белые змеи тут же исчезли во вспышке белого света. Затем дуэт превратился в полосы белой ци, которые совершенно бесшумно исчезли в золотом дворце внизу. Вскоре после этого в далеком небе одновременно появились две полосы света, одна черная и одна серебряная, преодолев расстояние около 100 километров всего за несколько вспышек, прежде чем также полететь во дворец. Примерно через час в небе в другом направлении появилась вспышка радужного света, и вдалеке появилась группа из более чем 1000 человек. Группа состояла поровну из мужчин и женщин. Мужчины были одеты в золотые доспехи и владели различными видами оружия, а женщины носили пятицветные платья и играли на разных музыкальных инструментах. В центре этой группы находился шар радужного света размером около акра, а внутри шара света находился массивный стул, на котором сидела высокая фигура в длинной мантии. Группа неторопливо поднялась в воздух над городом, после чего радужный свет опустился в сторону дворца. Во время спуска радужный свет померк, обнажив авторитетного пожилого мужчину в радужном одеянии и с короной на голове. Пожилой мужчина бросил взгляд на дворец, прежде чем бесстрастно двинуться к нему, в то время как мужчины в доспехах и женщины, играющие на инструментах, распались на точки духовного света, как если бы они были простыми иллюзиями. В течение следующих нескольких часов в город прибыли новые группы разных существ, используя разные виды транспорта, и все они направились прямо в Золотой дворец. Внезапно на горизонте появился массивный темно-зеленый цветок лотоса размером с акр, несущий на себе Ханьли, Селянь, Цзиньчая и остальных. Так, это место встречи. «Уважаемый Даос Хуан Ша наверняка нашел хорошее место», сказал Ханьли с улыбкой, оценивая земляной город вдалеке, и невозможно было сказать, были ли его слова оскорбительными или полными похвалы. Селянь улыбнулась и ответила: «Безграничные дьявольские земные искусства уважаемого Даоса Хуана делают его самым могущественным пользователем искусства совершенствования атрибутов Земли во всем нашем святом царстве. Если поле битвы находится в пустыне, он может сразиться даже с такими патриархами, как Баахуа. Вдобавок ко всему, уважаемый Даос Хуан всегда вел затворнический образ жизни и не имеет ни с кем тесных связей, так что это хорошее нейтральное место для встречи». Глава 2222. Старик Медная Ворона. Понятно, неудивительно, что именно это место было выбрано местом встречи. Этот земной город — не что иное, как обычное духовное сокровище, но эти марионетки весьма примечательны. Всего их более 10 тысяч, и каждый из них обладает способностями стадии пространственного закаливания, сказал Цзиньчай с оттенком изумления в глазах, оценивая бронированных марионеток на расстоянии. Божественные стражи бесконечной земли уважаемого Даоса Хуана были изобретены им, и как их усовершенствование, так и манипулирование требуют в качестве основы дьявольских искусств безграничной земли. Однако эти стражи могут показать свою истинную силу только здесь, как только они покинут песок, их силы будут сильно уменьшены.
При этом они очень полезны в таких местах, где имеется большое количество ци земного происхождения, поскольку они способны восстанавливаться даже после серьезных повреждений. Даже существам стадии Великого Вознесения, таким как мы, было бы довольно сложно искоренить здесь такое количество марионеток, объяснила Селянь. Это правда. С противниками с почти неразрушимыми телами всегда очень сложно встретиться лицом к лицу, согласился Цзин Чай, кивнув. Пока они говорили, гигантский цветок лотоса уже пронес их прямо над земляным городом, а затем медленно опустился. Как только он приземлился на землю, Хань Ли бросил взгляд на мерцающие золотые ворота дворца, и в его глазах мелькнул намек на удивление. Даже его огромное духовное чутье не смогло проникнуть в этот золотой дворец. Было ясно, что это было совершенно необыкновенное сокровище, и, скорее всего, Хуанша очень высоко ценил его. Селянь направилась к воротам дворца со своими двумя ученицами, а троица Хань Ли быстро последовала за ними. Однако Цзин Чай, который казался довольно безрассудным и оптимистичным, довольно колебался, оценивая дворец впереди. Прямо в этот момент Шидин с бесстрастным видом направился ко дворцу, а Цзин Чай мог лишь следовать за ним с кривой улыбкой. Как только Хань Ли вошел во дворец, из-под ног вспыхнули ограничительные колебания, и вспышка лазурного света поднялась из-под земли, мгновенно окутав его троицу. Серебряная луна была очень встревожена этим, и она немедленно приготовилась начать какую-то атаку, чтобы отразить ограничение, но затем нежный голос Хань Ли внезапно прозвучал рядом с ее ушами. «Не нужно беспокоиться, это ограничение не несет в себе никакой неприязни». Сердце Серебряной луны сразу же успокоилось, когда они услышали это, и когда лазурный свет захлестнул их, окружающее пространство размылось, прежде чем они втроем исчезли в унисон. В следующее мгновение в великолепном зале появилось образование лазурного света, и трио Хань Ли снова появилось. Десятки пар глаз немедленно упали на троицу Хань Ли, как острые кинжалы, после чего раздались несколько удивленных голосов. Хм. Это человек-культиватор. Разве это не золотой краб из моря дьявольского происхождения? Хань Ли не обращал внимания на эти голоса и спокойно осматривал окрестности. При этом он обнаружил, что все трое в настоящее время находились в центре зала, а вокруг них располагалось более сотни фигур разной высоты и размера, разделенных на более чем 30 групп. Около половины этих людей сидели на стульях, а остальные почтительно стояли в стороне. Селянь уже подошла к углу зала и села, а две ее ученицы стояли позади нее. «Пожалуйста, присядьте, уважаемый Даос Хань, брат Се», — сказала Селянь с улыбкой. Хань Ли кивнул в ответ, затем направился в другой угол зала вместе с Даосом Се и Серебряной луной, прежде чем тоже занять место. Как только он сел, по его телу сразу же без всякого торможения пронеслось несколько всплесков духовного чувства. Выражение лица Хань Ли потемнело, когда он почувствовал это, и он холодно хмыкнул. Голос его был не очень громким, но он взорвался, как раскат грома, в ушах обладателей этих всплесков духовного чувства, сотрясая их прямо в их души. Все они поспешно лишились своего духовного чутья и не осмелились больше проверять Хань Ли. Увидев это, в глазах других присутствующих существ в стадии Великого Вознесения промелькнуло удивление. Они также начали относиться к Хань Ли с немного большим уважением. Прямо в этот момент Цзин Чай и Шидин также появились в зале и огляделись, прежде чем их взгляд остановился на Хань Ли, к которому они подошли, прежде чем сесть на пару свободных стульев поблизости. Таким образом, все больше и больше существ в стадии Великого Вознесения телепортировались в зал, и они были либо одни, либо пребывали с другими существами стадии Великого Вознесения, либо сопровождались свитой учеников и слуг. Через несколько часов почти половина вакантных мест была заполнена. В это время все присутствующие существа стадии Великого Вознесения либо медитировали на своих стульях, либо оценивали других существ стадии Великого Вознесения вокруг них, но никто из них ничего не сказал. Хань Ли в настоящее время осматривал других существ стадии Великого Вознесения в зале. Все присутствующие существа были из альтернативных миров, и их внешний вид и ауры были чрезвычайно своеобразными. Помимо селянь, было еще 6 существ в стадии Великого Вознесения, которые высвобождали мощную дьявольскую ци, и они явно тоже были священными предками. Однако Баахуа среди них не было, поэтому казалось, что она еще не прибыла. Обводя взглядом зал, Хань Ли заметил желтоволосого пожилого мужчину, медитирующего в своем кресле. Черты лица пожилого человека были очень обычными. Он был одет в серую мантию, в то время как вокруг него медленно вращался ореол землистого желтого тумана, указывая на образцовый контроль над ци земного происхождения. Этот человек явно был владельцем этого места, священным предком по имени Хуан Ша. Как и ожидалось, он действительно развил дьявольские искусства атрибутов Земли до чрезвычайного уровня. Глаза Хань Ли слегка сузились, когда он оценивал Хуан Ша, и было невозможно сказать, о чем он думал. Некоторое время спустя в зале внезапно появилось еще одно световое образование, и сразу появились 9 фигур, все из которых были существами стадии Великого Вознесения. Такая большая группа существ в стадии Великого Вознесения, естественно, вызвала настоящий переполох в зале, и многие люди, включая Хань Ли, сразу же обратили свои взоры на группу.
Группа состояла из существ обоих полов и разных возрастов, и все они носили доспехи разных цветов. Что было весьма примечательно, так это то, что эти доспехи выглядели так, как будто они были сделаны из бесчисленных переплетенных перьев. Среди этих существ в стадии Великого Вознесения 8 стояли на окраине световой формации, а пожилой мужчина стоял в самом центре. Аура пожилого мужчины не казалась такой уж мощной по сравнению с аурой всех остальных, но когда он окинул холодным взглядом зал, всех, кто встречался с его взглядом, поражало леденящее ощущение, как будто их душа замерзла. В глазах этих существ в стадии Великого Вознесения сразу же появился намек на страх, и кто-то приглушенным голосом воскликнул: «Старик, медная ворона!». Группа из 9 существ в стадии Великого Вознесения направилась в угол зала, прежде чем занять там все свободные места. После прибытия этих 9 существ Великого этапа Вознесения прибыло еще несколько человек, и было ясно, что все уже здесь, но Баахуа все еще нигде не было видно. Однако все присутствующие существа стадии Великого Вознесения совершенствовались в течение бесчисленных лет, поэтому они определенно не собирались терять терпение из-за столь короткого времени ожидания. Вскоре после этого световая формация снова появилась в зале, и появился дуэт Баахуа и Хэя. Аура Хэя стала довольно мощной, что ясно указывало на резкое улучшение его базы совершенствования, а Баахуа также выглядела такой же энергичной, как и всегда, явно оправившись от травм. Как только появился Баахуа, Хуан Ша сразу же открыл глаза, и на его лице появилась улыбка. «Наконец-то ты здесь, уважаемая Даос Баахуа». «Спасибо, что предоставили это место для нашей встречи, уважаемый Даос Хуан», Баахуа ответил спокойно, но в ее глазах мелькнуло удивление, когда она увидела Ханьли. Было ясно, что она не ожидала, что Ханьли станет культиватором Великого Вознесения за такое короткое время. «Не нужно меня благодарить. Для меня большая честь принимать у себя так много коллег-даосов одновременно. Теперь, когда ты здесь, я позволю тебе наблюдать за процессом», — сказал Хуан Ша. Глава 2223. Флаг звездопада и небесное зеркало с искусственной иллюзией. Простите меня за опоздание, коллеги даосы. Я вижу, что все вы прибыли, как и обещали, и это вселяет в меня большую уверенность в будущем, сказала Баахуа со слабой улыбкой. Пропустив все любезности, Баахуа, расскажите нам, удалось ли вам усовершенствовать сокровища, необходимые для отражения стимбареров? Некоторым из нас пришлось предоставить вам много драгоценных материалов ради этих сокровищ. Говоривший был человеком, полностью окутанным золотым светом, и, казалось, он был хорошо знаком с Баахуа. «Приветствую, коллега Даос Лимя. Будьте уверены, я бы не приняла эти материалы, если бы не была уверен в своих способностях усовершенствовать сокровища. Пожалуйста, взгляните». Говоря это, Баахуа подняла тонкую руку, и из ее ладони появились два световых шара, черный и белый. В центре этих светящихся шаров находился флаг, украшенный бесчисленными серебряными звездами, и зеркало с изображением крылатого белого тигра соответственно. Эти два сокровища смогут противостоять этим самоподривающимся стембарерам. Они не выглядят такими уж особенными, другое существо, окутанное зеленой ци, сказала скептическим голосом. Мужчина средних лет, одетый как король, вмешался. «Хе-хе, боюсь, ты ошибаешься, уважаемый Даос Люйши. Эти два сокровища кажутся вполне обычными, но они, похоже, связаны с легендарными глубокими небесными сокровищами, флагом звездной луны и иллюзорным небесным зеркалом. Может быть, это копии тех двух сокровищ?» В зале сразу же прокатился переполох, и многие люди с ошеломленными выражениями начали переоценивать сокровища, которые демонстрировала Баахуа. Баахуа спокойно кивнула в ответ. Эти два сокровища действительно являются копиями флага звездной луны и иллюзорного небесного зеркала. Я называю их флагом звездопада и небесным зеркалом искусственной иллюзии. Я слышал, что флаг звездной луны — одно из очень немногих сокровищ, которые могут черпать силу звезд, в то время как иллюзорное небесное зеркало обладает непревзойденной способностью скрывать все небеса. Обладают ли эти два твоих сокровища такими способностями, уважаемая Даос Баахуа? В зале вдруг раздался еще один голос, но, как ни странно, никто не мог определить, откуда он исходит. Вы, должно быть, такой же даос из царства Черной Ночи, верно? Как и ожидалось от человека, развивающего способности атрибута тьмы, ваши навыки маскировки поистине непревзойденны. Отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что флаг звездопада и небесное зеркало с искусственной иллюзией будут примерно на 50% мощнее сокровищ, которые они воспроизводят в большинстве случаев, но, по моим оценкам, этого должно быть достаточно, чтобы справиться с самовзрывом стимбареров, Баахуа ответила с улыбкой. Культиватор стадии Великого Вознесения из царства Черной Ночи на мгновение замолчал, прежде чем продолжить. Поскольку вы так уверены в этих двух сокровищах, я уверен, что они будут работать нормально. Теперь, когда проблема с самодетонирующими стембарерами решена, я думаю, нам следует разработать план, как ограничить королеву стембареров, как только мы войдем в изначально запечатанное место. Конечно.
Несмотря на то, что нас собралось здесь довольно много, мы все равно будем уязвимы для королевы Стимбареров, если не сможем выработать эффективный курс действий, сказала Баахуа. Культиватор стадии Великого Вознесения по имени Лемиа спросил: насколько грозна эта королева Стимбареров? Гораздо больше собратьев-даосов вошли в первоначальное запечатанное место, чем то количество, которое мы собрали здесь, но все они все еще были в ловушке королевы Стимбареров. Уважаемая Даос Баахуа, вы последний человек, вошедший в первоначальное запечатанное место. Не могли бы вы предоставить нам какую-нибудь полезную информацию? Баахуа не удивилась запросу Лемиа и сказала: я уверена, что многие из вас хотят увидеть сообщение, которое я получила от коллеги Даоса Юаньяня, верно? В таком случае я покажу сообщение всем вам, чтобы развеять ваши подозрения. Говоря это, она взмахнула рукавом в воздухе, чтобы выпустить черниль на черную бусину, которая начала быстро вращаться в воздухе. Бесчисленные пятицветные руны вырвались из бусины, а затем слились воедино, образовав неполный отрывок текста. Все сразу же обратили внимание на текст. Разумеется, сообщение было именно таким, как описала Баахуа. Его отправил Юань-Янь, и в нем кратко описывалась загадка, с которой столкнулись все в первоначально запечатанном месте, а затем содержался запрос о подкреплении. Последняя часть сообщения была довольно размытой и нечеткой, но при ближайшем рассмотрении и анализе это действительно оказалось словами предупреждения. После просмотра сообщения на лицах каждого появилось разное выражение. Похоже, информация, предоставленная уважаемым Даосом Баахуа, была точной. Давайте начнем обсуждать стратегии сейчас, предложила юная красавица. Как мы собираемся это сделать? Нас здесь более 40 человек, и каждый из нас собирается предложить свой вариант действий. Если вы спросите меня, коллега Даос Баахуа — это та, кто предложил эту встречу, и она одно из самых могущественных существ среди нас, поэтому мы должны сначала услышать ее мнение, кто-то возразил. Представитель стадии Великого Вознесения средних лет из Царства Небесных Воронов немедленно возразил. Почему коллега Даос Баахуа должна говорить первой, когда из нашего Царства Небесных Воронов больше всего представителей? В то же время старик Медная Ворона резко открыл глаза, показав холодное выражение лица, и все остальные существа стадии Великого Вознесения сразу же замолчали. Баахуа бросила взгляд на старика Медную Ворону и сказала: «Я много слышал о тебе, уважаемый Даос Медная Ворона. Есть ли у вас какие-либо предложения о том, как нам следует действовать? Я здесь только для того, чтобы спасти своего потомка. Что касается этих самоподривающихся стимбареров и этой королевы стимбареров, я не буду обращать на них никакого внимания, пока они не встанут у меня на пути», — бесстрастно сказал старик Медная Ворона. Его заявление сразу вызвало настоящий переполох в зале, и Баахуа, похоже, не очень удивилась, услышав это, но ее брови слегка нахмурились, когда она сказала: «Это действительно уместно, брат Медная Ворона». Старик Медная Ворона холодно хмыкнул в ответ. А почему бы и нет? У меня есть только один прямой потомок, и я приложил бесчисленные усилия, чтобы вырастить его до существа стадии Великого Вознесения, но он оказался в ловушке, помогая вашему царству старших дьяволов. Меня не волнует, действительно ли эта королева Стимбареров обладает способностью уничтожать целые королевства. Пока он не придет в наше царство Небесных Воронов, она может делать все, что захочет, насколько я понимаю. Услышав это, лица всех слегка потемнели. Культиватор стадии Великого Вознесения по имени Люиши сказал, нахмурив брови: «Не слишком ли ты эгоистичен, уважаемый Даос?» «Эгоистичен? Ну и что? Я всегда был таким. Ты собираешься преподать мне урок?» Старик Медная Ворона парировал, бросив холодный взгляд на Люиши. Как только их глаза встретились, Люиши не мог не вздрогнуть, и ему показалось, что все его внутренние органы мгновенно заморозились. Выражение его лица значительно потемнело, но в конце концов он решил промолчать. Другие существа стадии Великого Вознесения не осмелились вмешаться, но большинство из них тоже были весьма недовольны. Тем не менее, было несколько существ стадии Великого Вознесения, которые пришли в царство старших дьяволов с той же целью, что и старик Медная Ворона, и они были весьма воодушевлены таким поворотом событий. С широко известным стариком Медной Вороной, возглавляющим их тяжелая задача по спасению своих собратьев, несомненно, встретит гораздо меньшее сопротивление. Хань Ли воспользовался этой возможностью, чтобы осмотреть старика Медную Ворону. С самого начала он сразу почувствовал, что духовное чувство этого старика было гораздо более сильным, чем у среднего существа стадии Великого Вознесения. Возможно, в этом отношении он даже превосходил 3 дьявольских патриархов. Конечно, он все еще не мог сравниться с Хань Ли, который столкнулся со многими чудесными возможностями и освоил множество секретных техник духовного чувства, тем самым подняв свое духовное чувство до уровня в несколько раз более мощного, чем у среднего существа стадии Великого Вознесения. Тем не менее, это уже было свидетельством того, насколько устрашающим был старик Медная Ворона по сравнению со средним существом стадии Великого Вознесения, и казалось, что его статус одной из 4 великих птиц не был необоснованным.
Дорогой Даос Медная Ворона, мы все понимаем твое стремление спасти своего потомка, но не позволяя эмоциям взять над собой верх. Я никогда не говорил, что две цели не могут быть достигнуты одновременно, сказала Баахуа спокойно. Она была единственной из присутствующих, кто мог говорить на равных со стариком Медной Вороной. Старик Медная Ворона слегка запнулся, услышав это, прежде чем с холодным выражением лица повернуться к Баахуа. «Что ты имеешь в виду? Ты же не пытаешься меня обмануть, не так ли?» «Я бы не посмела сделать это. Ты слишком высокого мнения обо мне, уважаемый Даос», Баахуа усмехнулась. Я бы не был в этом так уверен. Все знают, что ты всегда была самой хитрой из 3 дьявольских патриархов», старик Медная Ворона холодно усмехнулся. Услышав это, Баахуа слегка нахмурилась, но затем на ее лице внезапно появилась улыбка, когда она начала напрямую общаться со стариком Медной Вороной посредством голосовой передачи. Глава 2224. Древняя печать. Поначалу старик Медная Ворона сохранял холодное выражение лица, но несколько мгновений спустя его зрачки внезапно резко сузились, и он спросил. «Это правда. Если ты мне лжешь. Взгляните на это, и вы сможете увидеть, говорю ли я правду». Говоря это, Баахуа подняла руку, выпустив полосу света, которая в мгновение попала в руки старика Медной Вороны. Старик Медная Ворона раздвинул пальцы, обнажив полупрозрачное малиновое перо, которое выглядело так, будто оно было вырезано из хрусталя. Некоторое время он смотрел на перо с нерешительным выражением лица, затем внезапно бросил его обратно Баахуа, прежде чем глубоко вздохнуть. «Я не думал, что вам посчастливится встретить этого старшего Баахуа. В таком случае я доверюсь тебе только один раз. Расскажи нам свой план». «Спасибо, уважаемый Даос. Я была бы более чем рада поделиться своим планом. У кого-нибудь еще есть возражения?» Спросила Баахуа с улыбкой. «Мы все хотели бы услышать ваш план, уважаемая Даос Баахуа». Действительно, я уверен, что план, предложенный уважаемым Даосом Баахуа, будет надежным. Другие существа стадии Великого Вознесения с большим облегчением увидели, что старик Медная Ворона был готов пойти на компромисс, и все они хотели услышать, что скажет Баахуа. Спасибо всем за доброе слово. По правде говоря, около полугода назад я во второй раз рискнула посетить изначально запечатанное место. Все присутствовавшие на стадии Великого Вознесения были ошеломлены, услышав это. Что? Вы снова зашли на первоначальное запечатанное место? Как это возможно? Как вы это сделали? Мало того, что иностранные существа стадии Великого Вознесения были поражены этим откровением, даже присутствовавшие священные предки были совершенно ошеломлены, явно не услышав об этом заранее. Не беспокойтесь, уважаемые даосы. Я смогла сделать это, поскольку развела в себе несколько глубоких способностей сокрытия, а также потому, что мне помогало небесное зеркало искусственной иллюзии. Используя это сокровище, мне удалось избежать оповещения этих стимбареров, и как только я вошла в исходное запечатанное место, я обнаружила, что произошли некоторые новые события, и эти события убедили меня, что можно достичь обеих целей одновременно, объяснила Баахуа. Что вы увидели такого, что заставило вас передумать, уважаемая Даос Баахуа? Существо стадии Великого Вознесения не могло не спросить. Из-за силы печати я не смогла проникнуть глубоко в изначально запечатанное место и могла осмотреть его только с окраин. Однако во время проверки я обнаружила, что в древней печати, похоже, произошли некоторые изменения, сказала Баахуа. Что это за изменения, уважаемый Даос? С серьезным выражением лица спросил еще один культиватор стадии Великого Вознесения. Не стоит беспокоиться. В каком-то смысле эти изменения — это хорошо. Я обнаружила, что древняя печать, похоже, находится в процессе восстановления. Несмотря на то, что процесс чрезвычайно медленный, древняя печать определенно более могущественна, чем в прошлый раз, когда я рискнула посетить изначально запечатанное место, и кажется, что печать обладает некоторым уровнем разума, сказала Баахуа с улыбкой. Все присутствующие существа стадии Великого Вознесения не могли не обменяться озадаченными взглядами, услышав это. Я уверена, что ваша оценка точна, коллега Даос Баахуа, но разве вы не говорили, что сила печати уже находится под контролем королевы стимбареров? Чем хорошо, что печать стала более могущественной? Этот вопрос задал Цзиньчай. Похоже, произошло недоразумение. Часть силы печати, которая была увеличена, это та часть, которая все еще находится под контролем печати, а не та часть, которая контролируется королевой стимбареров. Несмотря на то, что это улучшение совершенно незначительно по сравнению с общей силой древней печати, мы все равно можем этим воспользоваться, ответила Баахуа. Так как же это позволит достичь обеих целей одновременно? «Поторопитесь и расскажите нам свой план», — нетерпеливо сказал старик Медная Ворона. «Я не собираюсь тратить чьи-либо время,
Я просто хочу предоставить некоторую справочную информацию, чтобы каждый мог понять мой план, ответила Баахуа. Хорошо, тогда продолжайте, раздраженно сказал старик Медная Ворона. Баахуа улыбнулась и продолжила. Во время моего последнего путешествия в первоначально запечатанное место я обнаружила, что королева стимбареров находится в другой части печати, чем то место, где оказались в ловушке наши собратья-даосы. Независимо от того, с какой стороны мы вступим, это неизбежно предупредит королеву стимбареров, поэтому мой первоначальный план заключался в том, чтобы все объединили свои силы, чтобы повторно запечатать королеву стимбареров, а затем спасти уважаемого даоса Юань-Яня и остальных. Конечно, это может привести в ярость королеву стимбареров, что побудит ее использовать силу печати, находящейся под ее контролем, чтобы наброситься на наших пойманных в ловушку собратьев-даосов. Если это произойдет, коллега даос Юань-Янь и остальные могут оказаться в серьезной опасности. Однако, обнаружив, что древняя печать обладает определенным уровнем разума, я предположила, что можно помочь древней печати восстановить контроль над той частью своей силы, которая в настоящее время находится под контролем королевы стимбареров. И если мы сможем это сделать, мы не только сможем освободить наших пойманных в ловушку собратьев-даосов, но и королеве стимбареров придется столкнуться с полной силой древней печати, и нам, возможно, даже не придется тратить столько силы, чтобы снова запечатать королеву стимбареров. Услышав это, все существа стадии Великого Вознесения в зале отреагировали по-разному, и Хань Ли также задумчиво поглаживал свой подбородок. В этот момент старик Медная Ворона внезапно нарушил тишину. «Ваш план кажется вполне осуществимым, но у меня есть вопрос, уважаемая даос Баахуа». «Давай, уважаемый даос», — с улыбкой подсказала Баахуа. «Даже если древняя печать действительно разумна, насколько вы уверены, что мы сможем заставить ее работать с нами? Без помощи древней печати мы не смогли бы восстановить часть силы печати, находящуюся под контролем королевы стимбареров. Даже истинные бессмертные не смогли убить королеву стимбареров. Если ваш план пойдет наперекосяк, мы можем подвергнуться серьезной опасности. Если мы тоже окажемся в ловушке на первоначальном запечатанном месте, другие миры, скорее всего, больше не будут посылать подкрепления», — сказал старик Медная Ворона. «Будьте уверены, брат Медная Ворона, у меня есть способ связаться с древней печатью, поэтому я и разработала этот план. Когда я была одним из дьявольских патриархов, я однажды охраняла изначально запечатанное место в течение десятков тысяч лет. С точки зрения понимания древней печати, даже Юань-Янь и Нипан не могут сравниться со мной», — сказала Баахуа уверенно. «Я доверяю вашему суждению, уважаемая даос Баахуа. Я здесь только для того, чтобы спасти своего потомка, и ваш план не противоречит этой цели, поэтому у меня нет возражений», — сказал старик Медная Ворона с улыбкой. Баахуа кивнула, прежде чем повернуться к другим присутствующим существам стадии Великого Вознесения. «У кого-нибудь еще есть вопросы? Если нет, то давайте перейдем к более конкретным деталям. У меня уже есть приблизительный план, но мне понадобится помощь каждого, чтобы воплотить его в жизнь». В зале раздалась приглушенная болтовня, и несколько существ в стадии Великого Вознесения задали несколько вопросов о древней печати, на все из которых Баахуа спокойно ответила. Было ясно, что Баахуа долго и усердно обдумывала этот план, и всем было очень приятно это видеть. Таким образом, все начали обсуждать конкретные детали плана. План был окончательно доработан после дня и ночи дебатов и переговоров, и было решено, что все отправятся в путь примерно через полмесяца. После этого встреча завершилась, и бесчисленные полосы света вылетели из Золотого дворца и быстро исчезли вдали. Троица Хань Ли также покинула дворец, и он искал гору в пустыне, чтобы остаться там. Однако вскоре после того, как он покинул земляной город, выражение лица Хань Ли внезапно слегка изменилось, и он остановился в воздухе, прежде чем отвести взгляд в сторону. «Выходи, уважаемая даос Баахуа, почему ты так прячешься и крадешься?» Сердце Серебряной Луны дрогнуло, услышав это, в то время как даос Се бесстрастно остановился позади Хань Ли. Приятный голос раздался с той стороны, куда смотрел Хань Ли. «Я не думала, что ты дойдешь до стадии Великого Вознесения за такое короткое время, уважаемый даос Хань. Вдобавок ко всему, я чувствую, что вы уже намного более могущественен, чем среднестатистические существа стадии Великого Вознесения. Похоже, Юань-Янь был прав, опасаясь тебя». Как только голос затих, вспыхнули пространственные колебания, и рядом с Баахуа и Хэе появился массивный розовый цветок. Баахуа в настоящее время оценивала Хань Ли со спокойным, но заинтригованным выражением лица. «Зачем ты пришла ко мне? Ты сожалеешь о своем решении, принятом в прошлый раз?» — спросил Хань Ли. «Возможно, но если бы я этого не сделала, я бы не смогла так быстро восстановиться. Кроме того, с твоим участием в этой операции я еще больше уверена, что мы добьемся успеха», — сказала Баахуа с улыбкой. «Ты, конечно, шутишь, уважаемая даос Баахуа. Я всего лишь новичок на этапе Великого Вознесения. Как я могу иметь какое-то значение? Ты остановила меня только для того, чтобы подразнить?» — спросил Хань Ли,
оценивая Баахуа многозначительным взглядом. Глава 2225. Отправление. Почему ты такой холодный, уважаемый Даос Хань? Мы встречались несколько раз, так что мы уже знакомы, не так ли? Я пришла к вам, потому что хочу заключить с вами еще одну сделку. Тебе интересно? Спросила Баахуа с улыбкой. Еще одна сделка. Конечно, давай, спокойно сказал Ханли. Баахуа взглянула на Даоса Се и Серебряную Луну, затем предложила. Как насчет мы говорим в частном порядке? Хорошо, Ханли согласился, затем повернулся и тихо сказал что-то Серебряной Луне и Даосу Се, прежде чем полететь с Баахуа в определенном направлении. Спустя несколько мгновений Баахуа и Ханли оказались на небольшой песчаной дюны, и их разделяло всего около 50 футов. Баахуа осторожно указала пальцем в воздух несколько раз, и несколько розовых нитей мгновенно вылетели и исчезли в мгновение ика. Вся территория вокруг песчаной дюны мгновенно оказалась окутана невидимым ограничением. «Хорошо, давай послушаем, что ты скажешь», — сказал Ханли. «Почему ты так торопишься, уважаемый Даос Хань? Не так давно я получила несколько редких плодов сандалового дерева, почему бы нам не попробовать их вместе?» «Пожалуйста, присядь», — сказала Баахуа с улыбкой, затем взмахнула рукавом по земле, над которой поднялись бесчисленные песчинки, а затем появились два каменных стула и каменный стол длиной в несколько десятков футов. Вспыхнула вспышка розового света, и на столе появилась пара фиолетовых спиртных фруктов, кувшин спиртного вина и две полупрозрачные нефритовые чашки. Ханли направил свой духовный смысл на духовные плоды на столе, и выражение его лица слегка изменилось. После недолгого колебания он сел на один из каменных стульев. Баахуа села напротив него, и только после того, как они попробовали духовные фрукты и духовное вино. Казалось, Баахуа наконец-то прекратила погоню. «Сделка, которую я хочу заключить с тобой, очень проста. Я хочу, чтобы ты занял кого-то в определенное время в ближайшем будущем, чтобы я могла сделать то, что замышляла очень давно. Не думаешь ли ты, что тебе следует быть более конкретной, уважаемая Даос Баахуа? Тот, кого даже ты опасаешься, должно быть очень силен», — сказал Ханли со слабой улыбкой. «Действительно. По правде говоря, даже я не хочу встретиться с этим человеком напрямую в бою. Тем не менее, я только просила тебя задержать его на некоторое время, а не участвовать в битве жизни и смерти. Я уверена, что это не так уж сложно. Если ты сможешь сделать это для меня, я должна буду тебе огромную услугу. И в будущем ты сможешь использовать это для себя. Ты определенно выиграешь. Что ты думаешь, брат Хань? Спросила Баахуа. Одолжение с твоей стороны, естественно, весьма заманчиво, но ты должна сказать мне, о ком ты говоришь, ответил Ханли. На самом деле это не тот человек, с которым ты не знаком. Это голос Баахуа на этом месте затих, и она сообщила Ханли имя цели посредством голосовой передачи. Брови Ханли тут же нахмурились, когда он сказал. «Ты шутишь. Как новичок этапа Великого Вознесения, такой как я, может справиться с такой сложной задачей? Не спеши отказывать мне, брат Хань. Почему бы тебе сначала не взглянуть на это?» Сказала Баахуа с улыбкой, прежде чем поднять руку, чтобы выпустить шар белого света, который в мгновение ика достиг Ханли. Это был нефритовый флакон размером с ладонь. Ханли поймал флакон, прежде чем осмотреть его прищуренными глазами, и вместо того, чтобы немедленно открыть флакон, он спросил. «Что это значит, уважаемая Даос Баахуа?» «Помимо услуги, я также предложу это в обмен на твою помощь», — сказала Баахуа. Ханли холодно хмыкнул, открыл флакон и осмотрел его содержимое своим духовным чутьем, после чего выражение его лица сразу же резко изменилось. Это была таблетка для божественного клея. В глазах Баахуа также мелькнул намек на удивление. «Ты, конечно, довольно хорошо осведомлен, уважаемый Даос Хань. Я не думала, что ты сможешь сразу узнать эту таблетку. Это один из очень немногих типов таблеток, которые могут питать душу существа даже на стадии Великого Вознесения, и она особенно эффективна для тех, кто только недавно достиг стадии Великого Вознесения. Метод усовершенствования этой таблетки уже пропал много лет назад. Как тебе удалось это получить?» — спросил Ханли. Я случайно наткнулась на нее в пещерном жилище древнего культиватора. Всего на тот момент я получила 7 таких таблеток, но спустя столько лет осталась только одна. Этого достаточно, чтобы показать тебе мою искренность, уважаемый Даос Хань? Спросила Баахуа. Похоже, ты полна решимости завербовать меня. Ты правда думаешь, что я смогу остановить этого человека? Ты не беспокоишься, что твой план провалится из-за моей ошибки? Спросил Ханли. Честно говоря, до этой встречи я намеревалась предложить на эту роль кого-нибудь другого.
Однако, несмотря на то, что этот уважаемый даос довольно силен, вероятность того, что он действительно сможет остановить этого человека, составляет менее 50%. А вот с тобой совсем другая история. Еще до достижения этапа Великого Вознесения ты уже мог сражаться с существами этапа Великого Вознесения. Теперь, когда ты сам достиг стадии Великого Вознесения, ты, несомненно, стал еще более могущественными. В серьезном бою, возможно, даже я не смогу тебе противостоять. Этот план имеет для меня первостепенное значение, поэтому, если я собираюсь найти союзника, мне нужно найти самого надежного. Даже если это будет стоить мне немного больше, я готова заплатить эту цену, сказала Баахуа со слабой улыбкой. Видя, что ты так высокого мнения обо мне, с моей стороны было бы неприлично продолжать отказываться. Хорошо, я могу помочь тебе только один раз, но помимо этой таблетки и обещанной тобой услуги, у меня есть еще одно условие. Если ты согласишься и на это условие, я гарантирую, что смогу задержать этого человека на день и ночь, чтобы у тебя было достаточно времени, чтобы сделать то, что ты хочешь сделать, ответил Ханли. Улыбка Баахуа померкла, и на ее лице появилось серьезное выражение, когда она услышала это. А, давай, коллега Даос Хань. Я тебя слушаю. Если ты когда-нибудь снова окажешься в положении, когда ты снова будешь править царством старших дьяволов, я хочу, чтобы ты пообещала, что твое царство никогда не вторгнется в наше царство духов, пока ты жива, сказал Ханли. Это исключено. Тебе не кажется, что это заходит слишком далеко, уважаемый Даос Хань? Баахуа была весьма расстроена, услышав это. Я не знаю, каков твой точный план, но, учитывая, что ты готова заплатить такую высокую цену, это должно быть чрезвычайно редкая возможность для тебя. Кроме того, я не думаю, что в царстве старших дьяволов есть еще кто-нибудь, кто сможет тебе помочь. Кому еще ты обратишься? Старик Медная Ворона. Не говоря уже о том, готов ли он пойти на риск, цена, которую тебе придется заплатить за его услуги, определенно будет значительно выше, чем ты мне обещала. В конце концов, не каждый захочет так легко нажить себе такого могущественного врага, спокойно ответил Ханли. Ты не боишься настроить этого человека против себя? Спросила Баахуа холодным голосом. Зачем задавать вопрос, на который ты уже знаешь ответ, уважаемая Даос Баахуа? Этот человек уже мой враг, так какая разница, если наши отношения ухудшатся еще больше? Ханли ответил с беспечной улыбкой. Баахуа долго молчала, прежде чем наконец признала. Это правда, но я определенно не могу обещать тебе, что отменю священное жертвоприношение во время слияния наших двух царств. Все, что я могу гарантировать, это то, что пока я жива, никто из моих братьев не посягнет на территорию вашего человеческого рода во время будущих священных жертвоприношений. Тебе придется также включить расу демонов. Наша человеческая раса всегда имела тесные связи с расой демонов. Если раса демонов подвергнется нападению, наша человеческая раса не сможет просто стоять и смотреть, сказал Ханли. Хорошо, я могу согласиться на это условие, если оно будет ограничиваться только расами людей и демонов, согласилась Баахуа. Хорошо. Я буду принимать эту таблетку. Тогда поклянемся нашими внутренними демонами, а затем обсудим конкретные детали плана, сказал Ханли с улыбкой. Баахуа, естественно, не возражала против этого. Примерно через 2 часа троица Ханли улетела, а примерно через полдня они приземлились на песчаной дюны на краю пустыни. 10 дней спустя над земляным городом собрались десятки тысяч демонических существ высокого уровня, все из которых находились на стадии пространственного закаливания или выше. Хань Ли и все другие существа стадии Великого Вознесения также были среди этих дьявольских существ, а также сотен гигантских дьявольских ковчегов, парящих в воздухе. Некоторое время спустя был отдан приказ, и десятки тысяч дьявольских существ устремились в определенном направлении на летающих ковчегах. 3 месяца спустя бесчисленные дьявольские воины в доспехах заполнили всю бесплодную долину, и в небесах раздался грохот боевых барабанов. Здесь собрались миллионы дьявольских воинов, и они либо стояли на летающих сокровищах, либо на облаках дьявольской ци. В центре этой дьявольской армии находился гигантский дьявольский ковчег, похожий на небольшой остров, и Хань Ли и другие существа стадии Великого Вознесения собрались в зале ковчега, слушая обращение Баахуа. Я разделю воинов в доспехах снаружи на несколько групп, чтобы атаковать территорию вокруг изначально запечатанного места, привлекая как можно больше роев насекомых. После этого мы нанесем прямую атаку на первоначальную запечатанную территорию под защитой десятков тысяч элитных воинов. Как только мы войдем в исходное запечатанное место, мы сможем использовать имеющиеся там ограничения, чтобы временно не допускать сюда стимбареров, и после этого мы сможем реализовать наш план.